Привет всем рыбакам, и в данном видео я расскажу о такой снасти, как ложка. Купил я ее в магазине, стоимость данной снасти в районе 100 рублей. Идет снасть оснащенная, то есть на ней крепится 3 крючка с поводками и отводной поводок, к которому мы уже в дальнейшем будем крепить основную леску. Данные поводки я уже переделывал, то есть магазинные я снял, так как они, так можно сказать, что там крючки очень тупые, а поводки идут из очень толстой лески, плетеной лески. Что из себя представляет данная снасть? Это основная ее часть — ложка с прикрепленным снизу грузилом весом в 55 грамм. Хочется отметить то, что данный вес позволяет осуществить самоподсечку. В середине крепится пружина, благодаря которой мы избегаем потери прикормки при забросе, и также прикормка не сильно вымывается на течении. И используются 4 дыры. В данные отверстия мы крепим 3 крючка и поводок. Поводок я поставил длиной 30 сантиметров. Магазинный же поводок был длиной 15 сантиметров. И заменил основные поводки на крючках. Я их уменьшил. То есть они тут были длиной около тоже где-то 15 сантиметров. Я поставил по 10 сантиметров. Крючки я использовал такие вот. Номер 7. То есть не очень большие. Да, хочется отметить то, что не стоит использовать очень дорогие крючки. Лучше использовать крючки подешевле, но их, так сказать, менять почаще. То есть 2 раза в сезон вполне достаточно, если вы часто ездите на рыбалку. Леску я использовал плетеную диаметром 0,20. То есть этого вполне достаточно. Можно даже поставить потоньше. Лучше вообще использовать, конечно, поводковый материал, так как он меньше путается. Данная леска, она довольно тонкая, и при том, когда вытаскиваешь снасть из воды, они очень часто запутываются. Поводки креплю я к данной снасти путем петли. То есть сначала вяжу поводок длиной 10 сантиметров, потом продеваю его через дыру. Продеваю крючок в петлю. Все, этого вполне достаточно. Также хочется отметить то, что ложка покрашена, довольно, кстати, качественно покрашена. Я ловлю данной ложкой уже 2-й сезон, и краска нигде не облезла. Края, где мы крепим леску, замазаны краской и проточены, то есть никакого среза лески не будет. Крепим 3 поводка с 3 крючками. Можно использовать там, кто любит, там больше навешать крючков, либо же вообще оставить 1 крючок, кому как нравится. В прикормку я сюда использую в основном каши. То есть находим дома любую кашу, варим ее, и в конце, как каша немножко разварилась, добавляем туда геркулесу. Все перемешиваем и оставляем. Геркулес используется в качестве, так сказать, клея. Потом на рыбалке делаем комок из каши и засовываем его в данную часть. Делаем с небольшой горкой. Потом втыкаем крючки в эту кашу, чтобы цевье, вот этот край немножко торчал. Иногда я насаживаю сюда либо перловку, либо кукурузу, в редких случаях опарыша. То есть рыба, когда подходит к данной снасти, ей будет как легче найти наши крючки, если на них будет насажена, например, кукуруза, чем они просто будут воткнуты. Также некоторые используют просто пенопластовые шарики, что позволяет, так сказать, быстрее крючку вылететь из каши и попасть в рот рыбе. На конце данного поводка, к которому крепим леску, я использую вертлюжок, чтобы наша снасть не сильно закручивалась. В основном все. Данная снасть очень уловистая.
Не надо ничего мудрить, сварили каши, закинули и все, ждем поклевки. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем удачи!